над военной базой в Норвегии разразилась буря. Гром разрывал небо, дождь барабанил по крыше казармы, а ветер завывал так, что, казалось, сам мир проверяет солдат на стойкость. Внутри слышались крики сержанта Дэниела Хоукинса, резкие, как раскаты грома. «Вставай! Кто тут еще спит?» Дэниел дернул за одеяло молодого бойца, который, закутавшись, пытался спрятаться от непогоды. Казарма превратилась в хаос, сапоги скользили по мокрому полу, солдаты спешили надеть форму. Все знали, настроение сержанта хуже самой бури. Он шагал по коридору, внимательно проверяя порядок. Пыль на шкафу, мокрая простыня — все это вызывало его недовольство. Но вдруг в дверь постучали. «Кто еще?» — рявкнул Дэниел, сжав кулаки. На пороге стояла пожилая женщина, около 90 лет, с аккуратно уложенными седыми волосами и длинным темным плащом. В руках она держала папку. В ее взгляде не было страха или удивления, только спокойная уверенность. «Добрый вечер», — произнесла она ровно. «Я из инспекции округа. Пришла провести внеплановую проверку условий проживания». Дэниел усмехнулся. «В такую погоду. Да вас сюда занесло ветром». «Сначала хочу осмотреть казарму», — сказала женщина. «Бумаги покажу потом». Она медленно прошла внутрь, оглядывая помещение. Каждый ее шаг был размеренным, как будто она давала сержанту шанс понять, как живут солдаты. Дряхлая старая батарея еле обогревала казарму, сапоги сушились на полу, крыша протекала. «Условия оставляют желать лучшего», — тихо отметила она. «Люди становятся сильными не от холода и грязи, а от совести». Казарма замерла. Солдаты перестали шевелиться, и впервые Хоукинс почувствовал, как слова женщины попали прямо в цель. «Ладно, мадам, пишите свои бумаги и идите», — пробормотал он, но голос дрожал. Старая инспекторша тихо открыла папку и достала удостоверение с золотым гербом. «До утра подумайте, сержант», — произнесла она ледяным голосом. «Завтра мы посмотрим, кто здесь настоящий лидер, а кто только кричит». На следующее утро казарма стояла в напряжении. Солдаты выстроились на плацу, почти не дыша. Женщина медленно прошла вдоль строя, оценивая каждого. «Сержант Хоукинс», — сказала она спокойно, — «вы превратили службу в место, где страх заменил уважение. Настоящая дисциплина строится на совести, а не на криках». Хоукинс опустил глаза. Впервые за долгие годы он видел не бойцов, а людей, которых сам должен был защищать. «Приказ министерства. Вы отстраняетесь от должности и направляетесь в учебный батальон», — продолжила она. «Там вы узнаете, что значит уважение». Дэниел молча кивнул. В его глазах не было злобы, только усталость и осознание ошибок. Солдатам стало ясно: сила не в приказах и криках. Настоящая форма — это совесть. И когда первые лучи солнца пробились сквозь облака, плац озарился светом, словно само небо одобрило слова инспектора.